В тот момент, когда лошадь встретилась взглядом с этой девушкой, животное начало прыгать вокруг нее и просто взбесилось. Владелец не мог ее сдержать и сначала даже не понял, чем это вызвано. Но когда лошадь внезапно выскочила из загона и бросилась к девушке, все очень быстро прояснилось. Джим не имел понятия о том, что с ним должно было случиться в тот день. Он переживал из-за того, что его скаковая лошадь по имени Призрак впервые выступит на соревнованиях. Он так много внимания уделял разговорам с потенциальными скакунами, что не заметил, как в зал вошла молодая женщина. Призрак, обычно такой спокойный и не подверженный влиянию толпы, начал нервничать, когда по дорожке рядом с ним прошла молодая женщина. Джим никогда в жизни не видел такой кардинальной перемены в поведении лошади. Лошадь ни с того ни с сего начала совершенно сходить с ума. Сначала она начала пугать людей, которые были близко к забору, и большинство из них отступили на несколько шагов назад. Затем другие лошади, находившиеся по крайней мере в радиусе 10 метров вокруг Призрака, начали немного нервничать, увидев реакцию лошади. Джим еще не понял, что могло стать причиной такой неожиданной выходки его лошади. Животное начало носиться по загону так бешено, как только могло, и все, что, по мнению Джима, он мог сделать, это подождать, пока Призрак успокоится. Но конь был далек от завершения. Лошадь на полной скорости бросилась на часть ворот. К этому моменту большинство окружающих людей уже вовсю наблюдали за внезапным событием. Кроме того, именно в этот момент молодая девушка сделала несколько шагов вперед, как будто настал запланированный момент для этого. Сердце Джима упало, когда он увидел, как его лошадь перепрыгивает через большой забор. Все всегда уверяли его, что высота этого забора будет такой, какой скаковые лошади никогда не смогут перепрыгнуть. Джим боялся не только за свою любимую лошадь, но и за молодую девушку, которая, казалось, была в серьезной опасности. Теперь всем вокруг было ясно, что Призрак положил глаз на молодую женщину, и что она, вероятно, также была причиной того, что эта обычно такая спокойная лошадь вела себя как дикий зверь. Теперь он мчался к ней на полной скорости, а Джим все еще не понимал, почему. Видел ли он когда-нибудь эту девушку раньше? Он действительно боялся, что девушка в опасности, поскольку в конце концов именно его лошадь могла причинить ей вред. Но, ко всеобщему удивлению, в тот день Призрак ни на кого не напал. Дикая лошадь действительно благополучно добралась до молодой женщины по другую сторону забора, но остановилась прямо рядом с ней. Джиму на секунду показалось, что безумие наконец-то закончилось, но он не мог ошибиться сильнее. То, что последовало за этим, было еще более шокирующим. Девушка, по-прежнему невозмутимая, вскочила на спину Призрака, и они вместе поскакали из подготовительной зоны. Джим стоял, и прежде чем он успел хотя бы подумать о том, что только что произошло, молодая женщина и Призрак исчезли. Когда Джим осознал, что произошло, он схватил телефон и позвонил в полицию. Пока полиция пыталась разобраться в ситуации, им начали приходить десятки сообщений о появлении дикой лошади на улицах города. Полицейская машина уже подъезжала к месту происшествия, в то время как другая команда установила местонахождение лошади, основываясь на точках, откуда звонили люди. Таким образом, полицейские смогли определить, куда направлялась лошадь. Призрак, тем временем невозмутимый и по-прежнему с молодой женщиной на спине, бежал прямо через город. В конце концов, стало ясно, что лошадь бежала в направлении пригорода на другом конце города. Полицейские машины прочесали район, где их видели в последний раз, но пара, казалось, растворилась в воздухе. Не имея никаких других зацепок или свидетельств, полицейские решили пойти и поговорить с некоторыми людьми на скачках. Возможно, кто-то из них знал, кто эта девушка, и они могли бы помочь направить их в правильном направлении. К счастью для Джима и полиции, большинство людей все еще находились на ипподроме, поскольку скачки продолжались, как и планировалось. Неожиданно к Джиму подошел незнакомый мужчина, кивнул ему,
вложил что-то в руку и быстро ушел. Полицейские, которые окружали Джима в течение последнего часа, все еще разговаривали с некоторыми игроками, делающими ставки, и поэтому не видели, как это произошло. Это дало Джиму возможность тайком взглянуть на то, что только что вложили ему в руку. Это была небольшая записка, сложенная в несколько раз. «Встретимся за конюшнями через 5 минут. Не приводи полицию». Она была написана наспех, но смысл был ясен. И все же Джим понятия не имел, чего хочет от него этот человек. Он всем сердцем надеялся, что удастся получить информацию о местонахождении призрака, поэтому был готов пойти на любой риск. Джим подошел к полицейским и сказал, что ему нужно сделать пару личных звонков, и они неохотно согласились, хотя все еще были заняты поисками кого-нибудь поблизости. Джим поспешил к задней части конюшни, где, как он надеялся, его уже ждал таинственный мужчина. К счастью, мужчина был там. Джим чуть не бросился на него, хотя и не хотел устраивать драка. Он так отчаянно хотел получить ответы, но мужчина жестом показал, что ему нужно сохранять спокойствие и вести себя тихо. Оказавшись за конюшнями, Джим понял, что его больше никто не видит. Больше всего Джим хотел узнать, есть ли у этого человека какая-нибудь информация о девушке, которая некоторое время назад похитила призрака. Он, к своему удивлению, ответил, что да. На самом деле, именно он привел ее на сегодняшнюю гонку. Взволнованный владелец призрака едва мог в это поверить. Наконец-то он узнает о мотивах молодой девушки. В голове Джима вертелось множество вопросов, но затем мужчина быстро развеял его ожидания. Мужчина ехал сюда по южной дороге, где и встретил девушку. По пути сюда она путешествовала автостопом, и поскольку он сам собирался приехать на сегодняшние гонки, он позволил ей поехать с ним. Они едва ли обменялись парой слов за все утро. Джим признался, что надеялся на большее. Несмотря на то, что Джим все еще был немного разочарован, у мужчины появилась другая важная информация для него в поисках девушки. Он прервал Джима и начал рассказывать ему о том, где именно он встретил молодую девушку. Мужчина не хотел привлекать полицию. Во-первых, он не очень доверял полиции и знал, что в этих регионах перевозка пассажиров автостопом технически запрещена законом. Во-вторых, он не был заинтересован в том, чтобы стать фигурантом этого дела, поскольку это привело бы к слишком большому стрессу и неприятностям для него. Он дал Джиму адрес после того, как тот пообещал ему, что не расскажет полиции, от кого он его получил. Владелец лошади немедленно отправился к полицейским, чтобы они могли разобраться в этом деле. Место происшествия находилось примерно в получасе езды от города, в том направлении, куда поскакала девушка, что было очень хорошим знаком. Из-за спешки, в которой они находились, полицейские не проверили, что это за адрес на самом деле. Когда они прибыли на место, полицейской команде во главе с Джимом пришлось дважды проверять, не ошибся ли он. По совпадению, адресом была красивая ферма, где Джим мог видеть десятки лошадей, прогуливающихся по полям. Действительно ли таинственная девушка родом отсюда? И, что более важно, привела ли она призрака в это место? Джим и полицейские вышли из машины, понимая, что у них не так уж много аргументов, и им будет трудно спорить с владельцем этого места. По заднему двору прогуливалась группа людей, судя по тому, как они были одеты, они были смотрителями за лошадьми. И тут Джим заметил девушку, которую надеялся здесь увидеть. Когда девушка увидела, что они приближаются, она выглядела такой же удивленной, как и Джим. И хотя она была поражена, она, очевидно, также поняла, что пути к бегству нет. Вот почему она стояла неподвижно, повернувшись лицом к мужчинам, ожидая, пока они быстро приблизятся к ней. В то время как все немедленно начали забрасывать девушку вопросами, позади них из главного здания фермы выбежали пожилой мужчина и женщина. Они не казались такими дружелюбными, как девушка. Они оба начали выкрикивать что-то похожее на вопросы о том, что они делают с их дочерью. Когда они начали как следует обсуждать, что именно произошло, все довольно быстро прояснилось.
Ферма оказалась необычным животноводческим ранчо, а скорее чем-то вроде центра спасения лошадей. Пожилая пара вместе со своими детьми присматривала за животными и заботилась о том, чтобы у них был комфортный конец жизни. В некоторых случаях лошадей продавали новым владельцам. Джим и не подозревал, что призрак знал эту ферму много лет. Скаковой конь родился здесь после того, как его беременную мать приютили. Призрак был здоровым жеребенком, каким только можно быть, и его продали. Но, как признались родители, возможно, им следовало получше присмотреться к его новому владельцу. Мужчина, которому они продали жеребенка, был с другого конца города, где сильна культура скачек. Он, по-видимому, выдумал ложь о том, что конь был рожден от породистой скаковой лошади, и что поэтому он стоит больших денег. Джим, как третий владелец, попался на эту уловку и купил животное за крупную сумму денег. В первые годы жизни призрака на этой ферме младшая дочь пары, Грета, проводила много времени с жеребенком. Их крепкая компания привела к тому, что она сразу узнала его на утреннем забеге. Несмотря на то, что они оба за это время выросли, призрак тоже узнал Грету. Она призналась, что приняла глупое решение, но призрак сам охотно подошел к ней, чтобы убраться подальше от гоночных трасс. Грета также призналась, что хотела вернуть животное на ферму, хотя и не думала о последствиях. Хотя все за столом были тронуты этой историей, родители Греты были поражены. Они даже не знали, что призрак теперь находится в одной из их конюшен. Девушка держала свои действия в секрете от них. Старик и женщина посмотрели друг на друга, а затем на Джима. Естественно, он хотел вернуть свою скаковую лошадь. Позже Джим признался, что подумывал о том, чтобы выдвинуть обвинение и потребовать денег в качестве компенсации за упущенную выгоду. Тем не менее, в конце концов, он отказался от этого, так как чувствовал, что Грета и призрак по-настоящему любят друг друга. К тому же Джим был вне себя от радости, что наконец-то получил свою лошадь обратно. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.